Меня зовут Владимир, я журналист. Как зовут вас полностью? Кирилл. А полностью фамилия можете? Наумов Кирилл Сергеевич. Дата рождения? 08.10.1993 год рождения. Откуда вы? Российская Федерация, Дальневосточная. Можете подвинуться чуть ближе? Да, конечно. Да. Мгм. Российская Федерация, Дальневосточный федеральный округ, Камчатский край. Мгм. Часть, должность? Войсковая часть 08-828, отдельный штурмовой батальон Сомали, ДНР, по должности пулеметчик. Расскажите, пожалуйста, я так понимаю, что у вас все непросто, потому что вы меня попросили вот найти видео, да? Я его продемонстрирую. Зачем вы хотите, чтобы я продемонстрировал это видео? Ну, чтобы меня побыстрее обменяли. Чтобы увидели, что вы это вы, и побыстрее обменяли. Ну, Значит, просто видео называется «От Камчатки до Донецка пешком за 9 месяцев». Ну и тут, по сути дела, вот Кирилл. 9 месяцев практически пешком с Камчатки до Донецка, а это около 12 тысяч километров, добирался 21-летний Кирилл Наумов. Сейчас его приняли курсантом в военное училище. Молодой человек, отслужив в российской... Ну а дальше вы уже расскажете все без этого видео. То есть понятно, что оно есть, кому надо, тот его найдет. Как так получилось, что вы, россиянин, оказались в Донецке? В 2012 году я призвался на военную службу по призыву. Вы пить хотите, да? Нет. Нет? В 2012 году я призвался на военную службу по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации. Ну так, по призыву это, ну, срочная служба. Так, понятно. Вот. Отслужил срочную службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Подписал контракт в Вооруженных силах. Подразделение морской пехоты России, Тихоокеанский флот, 40-я отдельная бригада морской пехоты ВЧ-903. Да, дальше. Вот. Подписал контракт на 3 года. Служил с 2013 года, с 10 декабря 2013 года по 2015 год, по февраль месяц. В 2015 году уволился, прервал контракт, уволился. Вот. Ну так просто сложились обстоятельства, что Так. просто уволился. Уволился. Разорвал контракт. После этого, ну сначала у меня не было цели ехать на Донбасс. Вот. Сначала как бы я дома хотел остаться, но просто у меня отношения с родителями тоже непростые. Вот. Поэтому получилось так, что попросил свою мать пожить у нее, но она мне отказала. Вот. Вам ваша мать отказала в том, чтобы вы могли жить у нее? Да, ну я не на постоянку, я на временно просто. Пока думал найти работу. Она и временно вам отказала? Вот, да. И, ну и после этого как бы я поехал уже дальше. Вот. Не остался я дома, получается. Куда дальше поехали? Я обратился в военную часть свою. Выписали мне военно-проездной билет, ну это то бишь по всей России. Военнослужащие, там, то в отпуск уходят, то увольняются, могут ездить за счет государства по всей России. Так. Вот. Ну, взял военно-проездной билет и полетел в город Хабаровск. Вот. Некоторое время в городе Хабаровске жил, считай, с февраля по май месяц я жил. Чем занимались? Работал разнорабочим. Понял. Ну, потом уже до мая месяца я 2015 года жил в Хабаровском крае, в городе Хабаровске. Вот. Ну, потом получилось так, что один мой знакомый по работе собирался тоже на Донбасс ехать. По работе? Да, по По работе. какой? Ну, там я работал, фирма Хапехмонтаж. Вот. То бишь, ну, как бы сказать, знакомый, то бишь по этой фирме я с ним работал. Вот. Показал мне видео с Донбасса, как раз на Донбассе война, ну, как бы уже войны особо такой не было, но, можно сказать, были позиционные бои. Ну. Вот. Показал мне видео... Это 15-й год? 15-й год, да. Показал мне видео с этого, как воюет бригада «Призрак», город Луганск. Так. Вот. Ну и предложил мне поехать.
Я согласился. Вот. Подождите, а вот я вот не могу понять, а почему вы не продолжили службу официально в вооруженных силах РФ, а поехали на Донбасс? У меня не сложились отношения командования. Ну, Ах, вот как. конкретно там, с высшим командованием, конкретно с командованием моего взвода. Вот, поэтому я был вынужден был уволиться. Вот. Понял. Вас по статье уволили или вы уволились сами? По статье. По статье. А какая статья? Статья у меня была такая, я, уволился у меня было 4 грубых дисциплинарных поступка. То бишь я, не ходил на работу. Вот, то бишь меня уволили по этой статье. И вам при этом все равно выписали вот этот билет, что вы можете по всей России бесплатно ездить? Я взял, да. То бишь, когда я увольнялся, меня должны были исключить из списков части. Так. Вот, до этого времени я еще был военнослужащим. Являлся. Пока тебя не исключили из списков части, ты еще и военнослужащий. Я взял военно-проездной билет, написал заявление. В общем, на Донбасс вы поехали потому, что у вас не было работы? Или вы как-то за идею за какую-то поехали? Почему вы поехали? Вообще, я вообще поехал так, проверить, грубо говоря, сам себя. Смогу ли я или нет. То есть повоевать? Вы поехали Да. повоевать? Я поехал, да, повоевать. Это вам романтики захотелось просто, можно сказать? Грубо говоря. Военной? Можно сказать и так. Понял. Финансовый вопрос был как-то замешан в том, что вы поехали на Донбасс? На тот момент я знал, что, допустим, в ДНР платили 15 тысяч рублей. Вы же понимаете, что я не за 15 тысяч рублей поехал воевать. Я мог, допустим, и зарабатывать в том же Хабаровске, а у меня зарплата была 50 тысяч. Понял. Все, убежденный такой вояка, в общем, хотели, в общем, повоевать, в общем, вы хотели. Не из-за денег, а вот хотели повоевать. Ясно. Поехали дальше, что? Получается, так как, получается, следующие действия мои были такие, что знакомый мой уехал раньше меня. Вот. Я уже после него. Но получилось, что я не поехал. Вот. То бишь, да, у меня были там деньги, получается, я уволился с работы. У меня было там 50 тысяч рублей. Вот. На все остальное я уже потратил, начал закупляться формой. Так. Закупился формой. А что, вам сказали, что там форму не дадут? Вообще, я позвонил сначала в координационный центр в город Санкт-Петербург. Мне сказали, вы можете приехать к нам, мы подготавливаем добровольцев. Вот, и после этого доставляем уже в ДНР. ДНР и ЛНР. Вот. Но если, говорят, вы не хотите, вы можете двигаться своим ходом. Я поехал своим ходом. Вот. То бишь там сказали мне, что у нас нету проблем с формой, мы ее одеваем сразу и обуваем там добровольцев и потом переправляем на уже. И вы так и поступили? Я не поехал у них в координационный центр, я поехал своим ходом. Решил двигаться сам прибыть по месту назначения. Странное какое-то решение. Почему? Если доставляют, одевают, обувают. Вы решили сами одеться, обуться, еще и доехать. Почему так вы решили? Не знаю, я решил сам еще, то бишь, посмотреть свою страну, всю Россию. Опять романтика снова, да, понял. Едете, смотрите Россию, приезжаете. Мне на тот момент просто было 21 год. Сейчас мне уже 29 лет. Тогда мне было 21 год. Можно так сказать, да, так, романтика. Вот. Все, я поехал. То есть не поехал, закупил свою форму, достаточно много купил формы. И так что получилось, у меня там оставалось, может, 1010. А в среднем, на тот момент, я помню, 2015 год, допустим, на поезде до Ростова стоило в среднем 30 тысяч. Вот. У меня оставалось 10 тысяч, я там закупился чуть-чуть едой. И, грубо говоря, так, двинулся пешей ходьбой. Так. Вот, и добирался, считай, май, июнь,
В конце июля я уже был, грубо говоря, в Донецке. Добрался до Ростова. Ну, меня подвозили, конечно, да, там. Вот. Но не постоянно, потому что... А давайте уже ближе к делу. Ну, довезли вас в результате, добрались вы до Донецка. Дальше что? Добрался до Донецка, приехал в город Донецк, обратился в Киев, в военкомат, находящийся в городе Донецке, Киевский район. Улица Собинова 1, приехал в военкомат, сказал, что хочу проходить службу в вооруженных силах ДНР. Ну, на тот момент мне сказали, что требуются активно артиллеристы и танкисты. Вот. Ну и пехота. Это самый такой, наверное, большой набор был. Вот. Ну, получилось, что я начал проходить комиссию. Сначала военно-врачебную комиссию прошел, у меня уже все бумаги были готовы. Вот. Ну, потом там женщина работала в военкомате, предложила мне, говорит, не хочешь пойти учиться в Донецкое высшее общевойсковое командное училище, говорит, сейчас при Захарченко тут открывается. Вот. То бишь кадровые офицеры, первый набор тем более. Вот. Ну, то бишь тебя возьмут, если, допустим, в России тяжело, допустим, устроиться в военное училище, потому что надо минимум 11 классов, у меня не было 11 классов, у меня было 9 классов только. Вот. То бишь, и плюс еще там отбор, то бишь на одно место, там где-то человек 50, можно так сказать. Вот это в России, в военном училище. А там? Вот. А там мне сказали, ну тебе, то бишь, армия есть, что срочку служил, контракт служил. Вот. 9 классов, тебя заберут... то, что по статье уволен, это для так называемого ДНР не аргумент. Ну, туда на особый момент на это не посмотрели. Понял. Вот. Так, дальше. Вступили? Ну, все, потом получается, собрали на меня документы все, проверила служба МГБ вот, в городе Донецке. Ну все, дальше я уже пошел учиться. Вот. Ну, правда, проучился я недолго. Вот. То бишь, не из-за того, что просто я, как бы сказать, не подвез учебу, потому что учеба тяжелая. Вот. То бишь, в школе, допустим, я учился, такие точные предметы, как алгебра, геометрия, физика, химия, мне давались очень нелегко. То бишь, ну, военные предметы там нормально. Вот, по военным предметам я нормально. В общем, и там вы не доучились. Получилось так, да. Дальше куда вы деваетесь? Уходите, идете? Попросил, чтобы меня отчислили. Вот. Отчислили, после этого хотел уехать обратно на родину. Вот. Ну, пошел служить. Почему на родину? Почему служить пошел? Ну, потому что, чтобы уехать, то бишь, я оказался на улице. Так. Вот. Была осень уже, считай, начало октября, уже было холодно. Ну. Вот. Мне не было негде жить, поэтому мне нужно было что-то делать. Так вы же изначально вроде бы говорили, что вы туда воевать поехали, воевать хотели. Хотел. Проверить себя. Вы изменили в какой-то момент свое решение, пошли учиться. Потом вы изменили свое решение еще раз, решили вообще оттуда уехать, уже не воевать. Хотел бы. Почему? Почему вы уже не хотели воевать? Сколько прошло? 2 года? Ну, сколько вы там отучились? Я отучился там недолго, считай, с конца июля по, где-то, да, по конец сентября. Всего лишь несколько месяцев прошло, то есть вообще вы сразу поняли, что вы не вытягиваете, и сразу же решили вернуться домой. То есть это не годы, это месяцы. И почему за эти вот несколько месяцев вы изменили свое решение, не хотели уже воевать? Ну, как бы, не то, что я не хотел я воевать. Вот. Просто сначала я просто... Почему захотели уехать домой? Просто у меня, сначала возникла такая, мысль, я хотел поехать куда-нибудь в Сирию. Вот. Сначала у меня просто мысль была куда-то в ЧВК пойти. Вот. Но для этого мне надо было просто выбраться с ДНР, вот, и хотя бы на территорию России. Вот. Потом просто я передумал,
решил чуть остаться, послужить, повоевать, ну, чтобы приобрести просто боевой опыт. И потом где-то хотя бы через год устроиться туда, в Россию, где-то в ЧВК и поехать куда-нибудь в Сирию воевать. Ну. Почему в Сирию, почему не на Донбассе? Там теплее? В Сирии тоже тепло. Не, в Сирии теплее, чем на Донбассе, или как? Чем это обосновывается? Еще раз, в Сирии? Да, почему в Сирию? Почему не остаться просто сразу на Донбассе, а надо ехать куда-то в Сирию? Не, я планировал где-то только через год хотя бы. Год послужить вот, в Донбассе, приобрести просто боевой опыт, а потом уже вернуться на территорию России. Ладно, давайте вернемся к тому моменту, что вы вот хотели вернуться в Россию, потому что жить вам было уже негде, вы ушли с этого, с училища, да? И что происходит в этот момент? Ну, после этого, да, я хотел вернуться на территорию России, обратился, сначала я не пошел прямиком в военкомат, обратился в Министерство иностранных дел ДНР на тот момент, в 2015 году, вот, с просьбой, чтобы мне помогли уехать, вот. Ну, предложили мне, идти воевать, вот, ну, согласился. И, получается, забрали меня военные, 11-й гвардейский отдельный мотострелковый полк. Не призрак. Не призрак. Нет, не призрак. Призрак в ЛНР находился. Добрый. Никого. Призрак в ЛНР находился, в Луганске. Вот, в Волчевске. Меня забрал, 11-й гвардейский отдельный мотострелковый полк. Но все старые, кто воевали с 2014 года, по-старому просто его называли Восток. Понял. Вот. Кто у вас там воевал из одиозных личностей известных? Не знаю, насколько я знаю, обосновал вообще этот батальон в Ходорковке. Вот. Он был создатель этого. Вот. Но при мне его уже не было. А больше никого там? Кто у вас был из командиров известных? Неизвестных командиров, я скажу, не было. Не было, да? И персонажей никаких известных не было? Типа Мельчакова, там еще кого-нибудь? Интересные персонажи были какие-то? Нет, на тот момент не было, уже были. Ну, я думаю, ты считаешь, что особый уже какой-то, может, я не знаю, в 14-м будет какая-то идея, может, была. То в 15-м году ее уже, походу, точно не было. Что вы имеете в виду? Ну, я не знаю, были там по-любому такие идейные командиры, как Тимофей Мозговой, он же известный под позывным «Призрак». Так. И какая у него была идея? Воевать за Донбасс. Я понял, а дальше? Что с этим Донбассом должно было бы произойти? Вот воюет он за него. Зачем? За то, чтобы Донбасс был отдельным, независимым? Ну, я так думаю, да. Так. А зачем тогда к России присоединяться? Ну, в России там уже присоединился потом, правильно? Нет, сразу на референдуме там были российские флаги и все такое прочее. Ну, я за этот момент, конечно, я не знаю. Зачем их понавыдавали? Ошиблись, что ли? Я не знаю, потому что на тот момент я не скажу, потому что в 2014 году меня там не было. Если я был бы в 2014 году, я, может быть, Ну, я понял, хорошо. знал. А в 2015 вы говорите, вот идеи, а какая же была идея? За что же тогда воевали? Если уже не за Донбасс. За что же воевали? Я думаю, может, просто воевали за то, чтобы Донбасс был как бы независимый, Но. чтобы дали хотя бы просто, я не знаю, какой-то особый статус Донбассу. Особый статус это уже не независимость. Но это Ну, это как автономная республика, грубо говоря, вроде того. в составе, допустим, Можно Украины. грубо сказать, да. Так за это воевали? Возможно. Возможно, может, просто чтобы был особый статус Донбасса, с последующим просто присоединением к России. Это очень сложный путь. Сначала получить особый статус, автономию, как вы говорите, в Украине, для того, чтобы потом присоединиться к России. Не знаю, Что Россия сразу, если она так вот любила этот Донбасс, не взяла его и не забрала как Крым, не аннексировала как Крым? Забрала это, я говорю. Ну, для потому вас что, насколько зрители я знаю, понимают, что я имею в виду, что это имеется в виду под аннексией, потому что Крым и Донбасс это всегда были, есть и я будут понял Украиной. вас. Конечно, меня простите, в этих, как можно сказать,
Ну, в политике особо не подкован. Поэтому, насколько я знаю, просто Крым это уже была автономная республика. Просто она находилась в составе Украины. Да, я не хочу, чтобы вы мне рассказывали какие-то тонкости политические. Я хочу... Вот вы там сколько провоевали на Донбассе? На Донбассе? Да. Я недолго там провоевал. Ну, сколько? Ну, с октября, считай, по декабрь месяц. Ну, это конкретно я прослужил в Востоке. Так это менее 3 месяцев, что ли, получилось? Ну, грубо говоря, так. Ага. Ну, вот эти вот 3 месяца вы там общались с людьми, да? За что они воевали? Что между собой говорили? Что вы слышали лично? Насколько я знаю, вот у меня были сослуживцы, допустим, местные, которые были, ну, у которых было просто украинское гражданство. Началась в 2014 году война, они пошли просто воевать. Просто мне сказали, ну, так, что мы просто пошли воевать просто конкретно за свой дом. За то, что в наш дом пришли украинские солдаты убивать нас, и поэтому мы пошли просто Поубивали кого-то украинские солдаты? Или им так сказали, что туда придут украинские солдаты? Украинские вообще-то. Ну, это последнее, что меня интересует, это ваше произношение. Вот. Ну, просто конкретно за свой дом, просто за Донбасс. Просто конкретно украинские солдаты никогда никого просто так убивать не приходили. Ну, не было такого. Ну, не знаю, я просто вам говорю так, как есть. Понял, ладно. То, что они вам сказали, окей, то, что вы слышали лично. Дальше вы отвоевали там вот этих вот около 3 месяцев. Какие были боевые действия? Я стоял на позициях, в одной из позиций вставал Ясиноватский район, поселок Жабуньки. Какой район? Ясиноватский район, Ясиноватский. Угу. поселок Жабуньки. Так, и что вы там делали? Стоял на позиции, бои были позиционные. Вот. Ну, стоял там, простоял где-то, считай, октябрь, ноябрь. Ну, до конца ноября простоял, потом у нас ротация произошла, нас поменяли. Переехал в поселок Веселый, это под аэропортом, уже ближе к Донецку. Так там были какие-то обстрелы, перестрелки, вы в кого-то стреляли, что-то, может быть, происходило? Не, ну вот конкретно на Жабуньках я стоял, да, там каждый день были боевые действия. Артиллерия работали, что было? Нет, артиллерия тяжелая не работала, минометы даже, я скажу, не работали. Так, а что было? Работала чисто стрелковая. Автоматы, считаю, автоматы Калашникова, подстволы. Так, с окопа в окоп перестреливались или как это происходит? Перестреливали, да, из окопа. Угу. Вот. Потом РПГ. Потери ну, там, были? Потери? Ну, среди моего личного состава не было. А вы были командиром? Нет, я был рядовым. Был в должности старшего стрелка. Я понял. То есть, с учетом того, что потерь не было, можно ли считать это серьезными какими-то боевыми действиями? Еще раз. Ну, с учетом того, что не было потерь, можно ли считать это какими-то серьезными боевыми действиями? Нет, я думаю, что это не были серьезные боевые действия, это была просто небольшая, так можно сказать, ну просто перестрелка такая. Но я воспринимаю это так. Мы стоим на своих позициях, вы стоите на своих позициях. А и те, и другие время от времени открывают огонь, чтобы показать, что они здесь есть. Ну вот как-то так. Ну если потерь нет, если серьезная угроза, это все не несет. Если вы стреляете, по сути, не видите даже конкретно в кого или куда, или видели. Не, ну как бы я вам скажу, что в основном утром у нас было затишье, все утро. Короче, все утро, весь день. В основном стрелкотня начиналась вечером, где-то часам к 8. Тем более. Когда уже, грубо говоря, темно было. По точкам, короче, да, мы не видели, конечно, там никого. Ну, есть украинское слово «наумання». Потому что если кто-то там бы ходил в полный рост, это, я думаю, было бы глупо. Ну так в основном, я скажу, что украинские солдаты в основном стреляли, у них были патроны вперемешку, использовали трассирующие патроны, потому что трассера светятся в темноте. И вот так мы, короче, определяли направление, откуда стреляется. И по направлению стреляли туда. Понял. И все, вы там отслужили.
Дальше. А, нет, вы говорили, вы еще с этих Жабыньков переместились в какой-то другой населенный. Поселок Веселый под аэропортом. Там что было? Там стояли Сомали, Спарта, стояли мы, получается. Вот. Там, короче, особо такого, я скажу, даже Это Донецкий аэропорт. Донецкий аэропорт, да. Так Это там же самое шли начало бои. взлетной полосы. Вот Там же шли на тот момент боевые действия еще или нет? Такие, короче, интенсивных боевых действий там не было. Аэропорт еще был занят украинцами или нет? Стояли со стороны Авдеевки. Со стороны Авдеевки. В аэропорту уже никого не было. Ну, по расположению наши стояли на РЛС возле Авдеевской воинской части. Украинские вооруженные силы стояли в Авдеевке. Там, короче, было два муравейника, насколько я знаю. Ну, это так, средина просто называли. Два украинских муравейника, большой был и маленький. Вот. Стояли там, интенсивных боевых действий там не было. Вот. Поэтому так... Артиллерии стреляли? Артиллерия не стреляла. Чисто стрелковая, тоже применялась Кто там стрелковое был? Киви, вооружение. Моторола? Спарта была и Сомали стояли. Ну, вы общались с этими людьми? Киви, Моторола? Нет, я не застал их. Угу. Понятно. Какие там были еще боевые действия? Я же говорю, артиллерия не работала, не такая, не тяжелая артиллерия. Ну, максимум применялась только зенитная установка. Вот. Потому что от нас украинские солдаты стояли 1,5 километра, там где-то это приблизительное расстояние было. Вот. Ну, мы там просто стояли как охрана, просто там, можно сказать, государственных границ ДНР. Все. Вот. Государственная граница несуществующего государства. Ну-ну. Вот и все. Ну, стоял я там где-то до декабря месяца. В декабре я уволился. Вот. И, считай, в декабре уволился. Получилось так, что у меня в жизни произошло так, что я совершил преступление, перешел закон. Ну, я уже не был в статусе военнослужащего, уже был в статусе гражданского. Это уже в России было? Нет, это было в ДНР. И можно подробнее? После того, как вы уволились, где вы жили? Ну, у меня не было определенного места жительства. Без определенного места жительства. Так это, я так понимаю, декабрь, холодно. Холодно, да. Ну, а где вы ночевали? Был в Донецке, да. Жил в Донецке. Не, в Донецке жить можно на вокзале, в подвале, у кого-то в квартире. На вокзале. Ну, бывало так, что на теплотрассе. Вы бомжевали? Да, было и такое. Было и такое. И то, что вы сейчас описываете, это чисто, что в народе называется бомжевать. Но не иметь без определенного места жительства, как вы сказали, это и есть БОМЖ. Да, Так? И то есть вы ночевали где попало, где можно переночевать. да. Вы не мылись, скорее всего, или мылись? Не, ну так, с легкостью, конечно, обмывался. Нет, я не имею в виду с легкостью где-то там в каком-то общественном туалете. Я имею в виду нормальный, полноценный домашний душ, ванна. Не было. Не было. Чистое бомжевание. Будем называть своими именами. Как долго вы пробомжевали? Недолго, где-то недели-две, в общем. Слушайте, а вот еще интересно. Вы служили, даже вот последнее ваше место службы, вы уходите и начинаете бомжевать. А почему вы не продолжили служить? Ведь это хоть какие-то деньги, Не знаю. какой-то статус, хоть какое-то жилье. На тот момент просто опять у меня возникло такое желание вернуться домой. Так а почему же вы не стали возвращаться домой, а стали бомжевать? Потому что у меня не было денег, средств существования. Так а как же вы себе это планировали? Или вам никак не планировали вернуться домой? Я планировал, но так получилось. Еще вопрос. Вы добровольно действительно ушли из вот этого последнего так называемого подразделения, где вы служили? Добровольно, Добровольно. или там был какой-то конфликт? Добровольно. Добровольно. Как вы совершили то преступление, о котором вы говорите? Что это было за преступление? Преступление какое было. В статусе гражданского я уже был, не в статусе военного.
Вот. Просто, ну, был голодный, залез в частный дом. Кировский район Донецка. Вот. Ну, естественно, залез, да, получилось так, что покушал, да. Ну, как еще это называется, жадность фраера разгубила, можно так сказать. Так. Начал прихватывать с собой по ходу там ноутбуки, телефоны. Ну, пришел хозяин квартиры. Вот. Ну, я получилось так, что нанес ему первый удар. Вот. Бил его ножом. То есть вот это вот видео, которое мы смотрели там, где я про вас вот это вот рассказывал. От Камчатки до Донецка, для того, чтобы долбануть кого-то в Донецке чем-то там по голове, да? Ну так будет полнее. Ну, в жизни всякое бывает. Естественно. Ну, и что, вы его убили? Нет, живой. Живой. А как вас поймали? Меня взяли там на квартире. На частном доме. А вы что, давайте еще раз, вы его ударили дальше что? Не, ну вы же понимаете, был не один. А он был не один? Вот, он был с семьей. Угу. Вот. Ну, поэтому... Короче говоря, вас там и скрутили прям семьей. Да, поймали меня там. Понял. Понял. А из семьи кому-то еще телесные повреждения нанесли? Нет. Понял. Ну вот вам, собственно говоря, и братские народы. Ну вы россиянин, Да. приехали на Донбасс, ограбили там квартиру, нанесли телесные повреждения. Нет, то понятно, я нанес телесные повреждения, но я отбыл за это наказание. Я не об этом. Ну ладно, сколько вы там отбыли наказания? 6 лет 8 месяцев. Где-то в ДНР? В ДНР, да. В какой тюрьме, СИЗО, лагере, не знаю, что там. Год на СИЗО просидел. Так, Донецкое СИЗО. так. И считаю, весь остальной срок 5,8 просидел уже на колонии. Где? На колонии. На колонии. А какая колония? У меня их было 3 колонии. Вот. Сначала я сидел, отбывал срок Мичуринская исправительная колония строгого режима, это город Горловка. Вот. Потом Макеевская исправительная колония, город Макеевка. Вот. Ну а последнее уже место, там где я уже досиживал, Кировская исправительная колония строгого режима номер 33, город Кировская. Какие там были взаимоотношения у вас с другими заключенными? Вы содержались с обычными заключенными или там есть какая-то градация, например, бывшие служащие там? Там все вместе Все сидят, вместе. отдельных лагерей для военных, либо для бывших сотрудников органов нету. Нормально вы там общались со всеми? Да. Там есть какие-то блатной мир какой-то, какие-то разделения на какие-то масти? Да, был. Вы кем вы себя там позиционировали? В массе какой? Да, Помощник администрации. помощником администрации были. Помощник администрации. Да, это- сразу, я просто приехал и сразу пошел работать. Я этого не скрываю тоже. Понял. Вы занимались бытовыми какими-то вопросами на Я лагере? работал на столовой. На столовой. Понятно. В целом и в общем вы отсидели дальше что? Отсидел, потом меня, получается, 17 сентября 2022 года меня мобилизовали. Это вы очень перепрыгнули. Очень перепрыгнули. А как вы в Россию добрались потом? Добрался в Россию. Да. Ну вы что сидели, получается, где-то там возле Донецка. Так. Вас, чтобы мобилизовали, вы должны были как-то, наверное, в Россию попасть? Или нет? Нет, меня амнистировали. Дошло. Вас амнистировали прямо из мест лишения свободы Да. и мобилизовали воевать. Прямо с Донецка. Ну, получается, вы знаете, что в российской армии заключенные не служат. Поэтому, чтобы
Я бы на вашем месте так не улыбался бы и не радовался. В российской армии, конечно, не служат, а вот в ЧВК служат. И заключенные, и наркоманы, и насильники, и ВИЧевые, и спидозные, и вообще какие угодно. Не, ну понятно, частная военная компания, это же не Министерство обороны, правильно? Нет, конечно, мы вообще не понимаем, кто это. Такие просто бандиты. И все. Бандиты или Сколько нет? я знаю, ЧВК это частная военная компания, но Министерство обороны это регулярная армия. Что еще раз? Я говорю, насколько я знаю, частная военная компания, ну, будем брать там Да. в разделе, там, я не знаю, Вагнер или Да, другие да. частные военные компании, там, СДД, это, ну, то бишь частные армии, насколько я знаю, насколько я слышал. Вот. Частные А армии министерство- это не статус, это тоже бандиты. Не, ну я понял, ну, Министерство обороны, насколько я знаю, это регулярные войска, регулярная армия. Ну, а в регулярной армии зэки не служат. Ну. Допустим, у вас и так увлекательная история, чтобы мы сильно зацикливались на подобных вопросах. Расскажите дальше, как вас? Вас мобилизовали, куда вас отправили? Попал в отдельный штурмовой батальон Сомали. Угу. Войсковая часть 08-828. Так, что там происходило? Ну что, а что там происходило? Ну что, пошел воевать. Ну. Пошел воевать на? Куда на? Приехал, Что там происходило? сначала приехал на войсковую часть, получил форму. Вот. Вот. После этого у нас полигон, ну, недолго, 5-дневный полигон. Вот. После 5-дневного полигона отправили на боевые. Потому что так как роту до... Да я понимаю. Отправили на боевые, дальше что происходило? Куда отправили, что там было? Поселок Пески, Донецкая область. Так, что там происходило? Ну, война там происходила. Да я понимаю, что война. Ну вы же сами вызвались поговорить. Так расскажите историю, так чтобы кинематографисты потом ахнули, историки. А то война там. Ну мы понимаем, что война у нас. Действия какие происходили? Что, боевые действия там происходили. Приехал я на боевые, попал на позицию. Вот. После этого были, получается, 2 штурма. Штурмовали поселок Первомайское. Какими силами? Ну, считай батальона. Ну, считай, было сколько? У нас поехало 2 роты. Первая десантно-штурмовая рота и вторая десантно-штурмовая рота. Да. Это сколько человек в общей сложности? Ну, в общем, было немного, потому что первая рота и вторая десантно-штурмовая рота были не укомплектованы толком, можно так сказать. Если брать из разряда то, что, допустим, в роте в общем где-то штат это 110 человек, вот, то у нас в 2 ротах, если где-то человек 70, это с 2 рот было. Вот. А если так брать чисто по статусу, то минимум должно быть человек 200 хотя бы. У нас было в общем с 2 рот это около 70 человек. Так. Ну, приехали, получается, разобрали нас по позициям по-разному. Вот, и все, там мы стояли до того, как пришла команда идти на штурм. Так. Пришла команда идти на штурм. Пошли на штурм. Я не ходил на штурм, вот, я стоял на другой позиции, можно так сказать, в секрете. Группа огневой поддержки, группа прикрытия. И что, они пошли на штурм. Удачный был штурм? Ну, вообще, да. Заняли какую-то позицию в Песках? Да. Ну, не в Песках, а в Первомайском. Первомайском. Заняли позицию. Да? Ну, насколько я знаю, заняли первые рубежи обороны. Первые рубежи потерь много на было? Первомайском, и потом уже приступили к обороне. Потерь много было? Насколько я слышал, в моей роте конкретно было только 1 200 и 1 300. Там вообще бой какой-то происходил? Или там просто они зашли туда и стали? Да, происходил. Происходил. Вам была нормальная битва за мост. За мост? Да, потому что вот, Пески и Первомайская, там шел мост вот такой вот. Так. Ну там нормальный бой был за мост. Ну, с моей роты был 1 200 и 1 300.
Ну, со второй роты конкретно не могу вам сказать, не знаю. Понял. Ну, заняли Первомайское, а там, можно так сказать, окраины только. Там закрепились, и потом приступили к обороне. Ну, я просто был в группе, получается, огневой поддержки. Группа прикрытия. То бишь там конкретно я в самом штурме не был. Я понял. Ну, рассказать нечего, вам об этом рассказывайте дальше. Вот. Ну, получается, это был первый штурм, потом второй штурм на следующий день. Мы уже буквально был на следующий Опять день. Первомайка. Да. Так. Не, ну просто была команда такая занять Первомайское и Водяное. Водяное или Водяное, как правильно, не знаю. 2 поселка. Вот. Я, насколько это знаю, это вроде бы было Авдеевское направление. Вот. Чтобы в следующем уже где-то подойти ближе к Авдеевке. Вот. Ну, на следующий день уже, получается, также продолжил штурм. Насколько я знаю, уже где-то зашли в глубину, короче, поселка. Вот. И где-то в этот же день, вот, да, закрепились на, получается, где-то, ну, я не знаю, где-то в середине поселка, может, Первомайского, потому что я сам-то на штурме не был. Опять-таки не был. Дальше. Ну, все, потом там уже, короче, скоро я уже попал в плен. Особо... Каким образом? Ну, у меня получилась такая ситуация, что я просто хотел поменять подразделение. Вот. Почему? Ну, у меня не получилось там как бы быть пулеметчиком, потому что, ну, получается... А вы хотели быть именно пулеметчиком? Я хотел быть пулеметчиком, потому что вот, просто оружие мне было ненадежное. Вот. Почему вы хотели быть пулеметчиком? Пулеметчиком? Ну, потому что я в армии был на срочке пулеметчиком, Понял. на контракте был тоже пулеметчиком в России. Понял. Вот. Там не получилось, решил вы тоже хотели держать другое? просто решил держать этот статус. Понял, да. Вы там не получилось, вы решили в другое подразделение? Нет, я ж не пошел в другое подразделение. Получилось, что ну, оружие мне просто выдали такое оружие. Ну, как бы не у меня, то бишь, не только у меня, у одного такое было оружие, там много у кого. Вот. Оружие старое, вот. У меня постоянно клинило оружие, постоянно давало отсечку. Вот. То бишь, когда я стоял, допустим, в секрете, в группе огневой поддержки, когда проводил стрельбу вот, по позициям ВСУ, у меня где-то, ну, считай, за этот период у меня где-то оружие раза 3-4 клинило. А как же это происходило? Вот я вас спрашивал, а вы говорите, когда проводил стрельбу по позициям ВСУ. А почему вы об этом не рассказываете? Как это конкретно происходило? Как вы проводили стрельбу по позициям ВСУ? Ну, это было во время штурма. Так, одна группа пошла на штурм. Вы находитесь в этом самом своем секрете. Занимаете какую-то позицию, начинаете... Вообще была не одна была штурмовая группа, там было, по-моему, 4 штурмовые группы. Допустим. А ваши действия? Где вы занимаете позицию? Я Какой у вас обзор? Я вообще занял строго позицию. Позиция у нас была напротив моста, где-то от моста, ну, может, метров 40-50. И там я производил, короче, огневую поддержку. Вот. Ну, в случае уже того, если мы отступали бы, то тогда уже как прикрытие, группа прикрытия. Так. А вы что делали? Пулеметчика. Пулеметчик. Вот вы заняли позицию, что вы видите? Честно, я вообще ничего конкретно не видел, потому что там что же не дураки сидели. Ну, куда вы стреляли? Я стрелял просто конкретно, ну, по позициям. Я знал, что конкретно позиции находились под мостом ВСУ было. Ну, Как? вот мост, получается, который соединяет Пески. Понял. Там конкретно были позиции. Я стрелял по этим позициям. Как думаете, сколько украинцев вы убили? Не знаю, я не могу судить, не могу сказать. Вот. Потому что, ну, они же не бегали там как мишени, правильно? Поэтому я ничего не могу сказать по этому поводу. Можно так сказать, ну, не считал. Как вы попали в плен?
Получилось, попал я в плен так, что хотел перевестись просто в другое подразделение. Ну, вот. Хотел перевестись конкретно в подразделение медицинский взвод. Ну, был в Сомали отдельный медицинский взвод. Да. Хотел перевестись туда, чтобы конкретно, ну я считал так, что могу принести там больше пользы, допустим, в медицинском взводе, потому что медицинский взвод конкретно у нас на позициях в Песках занимался именно вот этими моментами, ну, вытаскивать, короче, 200-х, 300-х с поля боя. Так. Вот. Ну, и я, короче, хотел перевестись в это, короче, подразделение. Вот. Ну, получилось так, что, короче, мои сослуживцы, можно так сказать, когда узнали то, что я хочу покинуть подразделение свое, ну так можно так грубо говоря сказать, они ополчились на меня все. Да. Вот. Считай, в 10 часов вечера отправили меня на соседнюю позицию. Вот. Но это в тот момент, когда, допустим, работала украинская артиллерия, тогда стреляли. Да. Я пошел в 10 часов вечера на другую позицию, то бишь, ну, сами позиции, то бишь толком, конкретно я их не знал. Вот. Я эту позицию я искал где-то минут. А зачем они вас отправили на ту самую позицию? Вы говорите. Ну, потому что они связались с командиром роты, сказали, короче, запросили, что им нужен, короче, другой пулеметчик, типа я им не подхожу, короче, что у меня оружие постоянно клинит, короче. Вот. Хотя, по сути, ну, это была не моя вина, что оружие постоянно клинило. Вот. Вот. Они запросили, что им нужен, короче, другой пулеметчик, то что я им не подхожу, короче. Типа, что я хочу, ну, якобы, короче, свалить в другой взвод. Вот. Ну и насколько мне там сказал ответственный по позиции, который там стоял, якобы ты утром, короче, тебя, короче, отправят в командир роты, дальнейшую твою судьбу, короче, я не знаю. Вот. Типа, сейчас иди, короче, на другую позицию, там была соседняя позиция, иди туда, короче, там переночуешь, а завтра, типа, мы за тобой придем, вот. Дальше пойдешь до командира роты, там, типа, дальше твою судьбу мы не знаем, что с тобой там будет. Может, ты уже, типа, может, даже и служить не будешь там. Вот. Ну, короче, мы, говорит, не знаем, что дальше. Вот. Ну, и отправили меня в 10 часов вечера, получается, с моей позиции, с позиции секрета. Так получается, они вас отправили на верную смерть? Ну, получается так. Получается. Ну, работала украинская артиллерия, ну, работала нормально, получается, по Пескам. Вот. Ну и меня отправили. Получается, вы это понимали или не понимали? Получается. Вообще я понимал это. А зачем, получается, пошли? Ну, потому что я хотел просто, можно так сказать, избежать конфликта какого-то, я не знаю. Потому что на тот момент они ополчились там все против меня. Вот. Получается, вы понимали, что если вы сейчас не пойдете туда, то вас там убьют? Ну, не убьют, ну, короче, будет просто плохое отношение ко мне. Вот. И Нет, поэтому я пошел. Нет, так плохое отношение. Плохое отношение это как бы еще не смерть. А тут вы идете в 10 часов вечера на линию обстрела. Так или не так? Или я неправильно понимаю? Все правильно понимаете, но. Ну. И вы пошли. Я пошел. А не стоило ли утра дождаться, например? Мне конкретно просто сказал, это командир, может так не сказать, не командир, а временный командир этой позиции. Он мне дал приказ конкретный, все, ты отбываешь на другую позицию. Я сказал, все, я понял, я пошел. Вы с пулеметом пошли? Да, я пошел со своим штатным оружием. Угу, понял. Мне конкретно командир дал команду, вот, ну не команду, может сказать, так приказ, можно так сказать, отбыть на другую позицию. Вот. Я отбыл. Вот. Все, я пошел, и только я двинулся, получается, и, ну, короче, грубо говоря, начала работать украинская артиллерия. Так. Вот. Ну, стреляли по поселку Пески, велся прицельный огонь. Вот. Я 2 метра иду, 2 метра я лежу, короче, можно так сказать. 2 метра я прошел, хоп, прилег, потому что снаряды падают, ложатся. Вот. Эту, короче, позицию я искал где-то минут 30.
Вот, потому что я не знаю, короче, я пробыл там, короче, мало. Толком я там не ходил, короче, дорогу я не знал. Если, допустим, я стоял в 2015 году на Жабуньках на позиции, то бишь там оперативную обстановку по поселку я знал хорошо, все дороги я знал, как пройти. Там бы я никогда бы не заблудился, даже б ночью. Это я понял. Но это как раз та романтика, видимо, которую вы искали в самом начале, вот, походить под обстрелом, Ну, проверить себя. Проверили? проверил, да. Можете. Могу. Еще раз пошли? Еще раз? Да. Ну вот сейчас вас вернут, вы снова же пойдете? Я не знаю, там по ходу посмотрим. Я ничего не могу сказать, потому что я еще сижу здесь. Понял. А за Украину пойдете воевать? Я вас сейчас я ж не- порешаем, амнистируем вас, пойдете в Легион Свобода России, есть у нас такой. Ну, вы понимаете, я давал в 2013 году, в январе месяце, присягу в России. Так, Я не предатель. а ДНР здесь при чем? ДНР? Да. Вы им тоже давали присягу? ДНРу нет. Так как тогда? Ну тогда давайте Украине тоже не будете давать присягу, пойдете. Не, просто насколько, повоюете. смотрите, присяга дается один раз в жизни. Да, я понял. Вот, вы служили в армии? Конечно. Вот, вы служили в армии, вы знаете, что присяга дается один раз в жизни. Да. Вот, я давал присягу один раз в жизни. Я понял. В ДНР присягу не давали? В ДНР В я Украине присягу тоже не можете давал. не давать. Пойдете? Вот вас амнистируют. У нас хорошие зарплаты. Нет, спасибо. Предатели нигде не любят. Предатели нигде не любят. Это правда. Это правда. А как вас взяли в плен именно? Я же вам рассказывал. Пошел я на позицию, эту позицию я искал где-то минут 30 под обстрелами. Вот. Я прибыл на эту позицию. Вот. То есть зашел на позицию. Кто там и старший был, я не знаю конкретно, потому что на позиции это было типа как, ну, можно сказать, старый дом. Да. Вот. Света там не было, я просто подошел, зашел, поздоровался с людьми, которые там стояли, говорю, я такой-то, такой-то, я с позиции секрета, я тут пацаны у вас до утра, короче, до переночевать. Вот, все, мне конкретно сказали, вон, каремат, падай, короче, ложись, Да. отдыхай. Вот, и все, я проспал до утра, ну, где-то даже не до утра, где-то, может, часов до 11. Вот, уже время там близило где-то, уже, грубо говоря, там под обед. Пока проснулся, пока там умылся, туда-сюда, короче, ну, естественно, пока покурил там, вот, дали мне покушать, покушал, вот, то бишь время уже прошло, и время уже под обед, короче, то бишь у нас на позициях было так, что была специальная группа, которая занималась, короче, таскали, допустим, еду на позиции. Вот, прибыла эта группа, короче, они несли обед на нашу позицию, ну вот. Потом один сослуживец моей позиции, секрета, короче, встретил, короче, эту группу, и с ней был пулеметчик. Это пулеметчик, который шел конкретно на эту позицию, на мою, за место меня. Вот. И все, он, короче, забрал, они отбыли, короче, на мою позицию, я остался. Потом еще, короче, пришли еще два моих сослуживца с моей позиции. Они меня должны были командировать до командира роты. Вот. Получается, и все, мы побежали, как раз опять начала работать артиллерия. Короче, мы добежали, потому что вот эти люди конкретно они знали, то бишь оперативную обстановку, то бишь позиции, как пройти, короче. Вот. Все, мы добежали, короче, до соседней позиции, ну там недалеко, может, ну, я не знаю, где-то может метров 20, недалеко. Добежали до этой позиции, вот. Все, передохнули, короче. Они мне сказали, все, короче, ждите типа здесь. Мы, короче, пошли до ротного, сейчас узнаем за тебя, короче, ебать. Потом придем, короче, заберем тебя и пойдем к ротному. И я такой, ну все, я понял, короче. Вот. И все, я где-то остался там, они ушли, получается, до ротного. Я остался и прождал, короче, ну и долго, где-то час их не было. Ну. Вот. Ну, мне, получается, понимаете, лично мне была интересна моя судьба, вот, потому что, ну, мне как бы было непонятно, я и не там, короче, не был, то бишь, на своей позиции я уже не был, ну, то бишь, мне было, интересна была моя судьба, что со мной будет дальше, вот, поэтому я уже так подумал, просто время уже, много времени уже прошло, уже около часа прошло, я пошел за ними, ну, вот. Ну, я, короче, снял только единственное бронежилет с себя и каску оставил там.
и сам двинулся за ними. Ну, так как, понимаете, я не знал именно оперативно-тактическую обстановку, там, где, допустим, короче, Украина стоит, ну, вот, украинские позиции. Вот, я вот, допустим, знал конкретно, что вот поселок Первомайское, я знал, что там ВСУ, допустим, стоит. Ну, вот. По другим, короче, направлениям я не знал конкретно, где ВСУ стоит. Ну. Вот. И сам поселок Пески, короче, ну, для меня эта территория, она была незнакомая. Ну. Поэтому я двинулся. Ну. Вот. Ну и получилось так, что, короче, прошел расстояние и вышел на украинские позиции. Ну. Вот. Так как я не знал именно оперативно-тактическую обстановку, вышел на украинские позиции. Ну. Увидел, короче, со своей стороны именно штаб, уже конкретно свой. Там, короче, главный штаб, короче, где сидел командир роты и, можно сказать, там взвод или рота управления, которые сидели на рациях, которые передавали информацию уже туда, на Сомали. Так. Вот. А от меня, ну, где-то было, может, метров где-то, ну, 600-700 метров где-то от меня. Вот. И все, я двинулся туда, и тут, ну, вышли, можно так сказать, ваши хлопцы, Ну, украинского, ВСУ. да. Вот. И сказали мне: стой, ты кто такой, иди сюда, короче. Вот. Я такой: да, сказал, сейчас я подойду. Снял, получается, с предохранителя пулемет. Ну, хотел выстрелить, у меня пулемет дал отсечку, как всегда. Это первый случай, когда вы улыбаетесь во время этого интервью. Я буду улыбаться вместе с вами. Ну все, и что, дальнейшие мои просто действия... Ты бы перестрелял людей, вот это вот получается. Да, конечно, тебя тоже застрелили бы, это что, не понимаешь? Нет, дальнейшие действия мои, что у меня отказал просто пулемет. Вот, я начал убегать. Как вы думаете, вы бы успели бы выстрелить, если бы пулемет не заклинил? Ну, у меня пулемет был вот такой, получается, у меня через плечо, вот так у меня был пулемет, вот в такое положение. Я не знаю, может точно бы я выстрелить бы и не смог в них, ну именно, не целить. Стоп. Вы лицом к ним стоите? Нет, вот У короче, вас пулемет наведен на них? вот они были, стояли, они стояли в зеленке конкретно. Так. От них расстояние может, между мной где-то может метров 15. О, ну совсем немного, так. Вот. И у меня был пулемет вот так, ну, в положении, короче, через... И они говорят: стой ты, кто, иди сюда, не открывают огонь? Ну, они полностью не высовывались, но они так, они в зеленке стояли, короче, и, короче, их было двое сначала, они сказали: стой, иди сюда, короче. Я такой: да, сейчас. Вот, снял с предохранителя, хотел выстрелить, у меня, короче, дал отсечку пулемета, но они видели, когда я снимал с предохранителя, вот. Какие были их действия, когда снял с предохранителя? Вот, их действия. Да. Ну, они тоже, короче, они тоже начали стрелять. Но они мне первые выстрелили. Но у них Сначала они выстрелили. Получается, когда я начал снимать пулемет с предохранителя, они уже начали стрелять. Короче. Ну, понятно. Вот, я хотел выстрелить, нажал, короче, на спусковой крючок, и у меня пулемет, ну, короче, дал отсечку. Так. После этого я начал убегать от них. Вот, но пробежал я недолго, ну, короче, немного, может, где-то метров 15-20, короче, и вот получил огнестрельное ранение в ногу. В ногу? Да, в левую ногу. Больше после этого ты передвигаться не мог? Я упал, получается, ну, и дальнейшие мои действия были просто такие, ну, у меня был жгут, я перемотал себе ногу жгутом, они подбежали, ну, именно, правда, ничего скажу, нормально подбежали, и все, оказали мне первую медицинскую помощь, вот, потому что, ну, у них были, допустим, жгуты, можно сказать так, получше, чем у меня, конечно, вот, у них были турникеты жгуты американские, вот. Ну, конечно, нормально, они тоже помогли мне тоже перемотать, оказали мне первую медицинскую помощь. У вас же нога должна была сразу задымиться. Что нога? Ну, вспыхнуть, воспламениться. Это же американский жгут, вражеский. НАТО. Жгут НАТО на ноге, и нога сразу должна была. Не? Да, нет, нормально. Странно. Я тоже не пойму, у Лаврова iPhone американский, а они так Америку ненавидят, а пользуются американской техникой. Вы же ненавидите Америку? Вы же ненавидите Америку? Ненавижу? Да. Ну, как сказать вам, ненавижу. Вот, что мне их ненавидеть? Они мне ничего плохого, в принципе, не сделали. Как это? А разве сейчас российская армия воюет не с НАТО, не с Америкой? Ну, с НАТО воюют, да. С НАТО. Ну, так как же ж плохого они сделали? Напали на вас, получается? Я не знаю, это уже больше на политический вопрос. На политический вопрос, но я не могу вам ответить. Слушайте, политический вопрос очень простой.
Вы в 2014 году сначала зашли в Крым, потом на Донбасс. Началась война. Люди жили мирно, спокойно у нас в Украине. Никто никого не трогал. Все было хорошо. Вот вам весь политический вопрос. Сейчас в 2022 году вас, зэка, сняли с колониями и кинули дальше воевать. Блин. Потому что кидали всех. Все. Много с колоний мобилизовали там людей? Нормально. Нормально. Достаточно. Потому что гребли всех, и это всюду. Вот вам весь политический вопрос. И идет война ну, давайте я не буду отвечать. За что идет война? Ну, конкретно. Война за что идет? Да. Цель. Не знаю, я думаю, так что, допустим, ну, это тоже такой вопрос, в принципе, я не знаю, и не могу вам ответить на этот вопрос. Хрен за с что идет ним. война. Передать российским военным что-нибудь можете? Российским военным? Да, А что ему передавать? я так и подумал. Что вы хотите вообще? Какую цель вы преследуете от вот этого интервью? Что вы здесь? Я единственное, что просто хочу обратиться к высшему политическому руководству России о том, чтобы меня просто обменяли побыстрее. Вот и все. Понятно. Все поняли? Высшее политическое руководство. Меняйте его. Бегом. Потому что будет беда. Очень ценный персонаж. Добровольно давали интервью? Все нормально? Нет претензий ко мне никаких? Да нет, к вам у меня конкретно нет Всё. претензий. Спасибо. Или еще что хотели сказать? Да, ну давайте, я думаю, еще что-то скажу. Говорите. Еще что-то. У меня такого не было. Давайте. Так что, хочу просто передать, можно родственникам передать? Конечно. А у вас же здесь телефон есть. Вы же вроде бы звоните домой можете. Я не знаю, я звонил 2 раза, не дозвонился. Не дозвонились. Ну давайте, передавайте. Хочу передать огромный привет своим родственникам. Камчатский край, село Мильково, Мильковский район, своей тетке Алеевой Анне Германовне. Просто сказать, что я жив, все со мной нормально, я нахожусь на Западной Украине, в городе Львове. Вот. Хотел, чтобы она передала привет всем моим родственникам, что все со мной нормально. Вот. Ну, как бы все.